Привет, это радио Вашингтон. Меня зовут Ксения Туркова. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. В Стамбул отправился министр обороны Украины Рустем Умеров, а Трамп заявляет, что переговоры не сдвинутся с места без личного участия Путина. По данным CNN, Россия сосредотачивает силы на линии фронта для возможного нового наступления. 15 мая в 50 странах мира отмечается День вышиванки. Как его празднуют украинцы в США? Итак, главное внимание сейчас приковано к Стамбулу. До последнего момента не было ясно, отправит ли туда Украина официальную делегацию. Украинский дипломатический источник сообщал агентству Рейтер в четверг днем, что вопрос все еще рассматривался. Источник отметил, что если российская делегация не продемонстрирует серьезного подхода к переговорам, украинская сторона, цитата, будет иметь право сделать вывод, что это российская игра, а не содержательная работа на благо мира. Однако в итоге было принято решение все-таки отправить в Стамбул официальную делегацию во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщил на пресс-конференции в Анкаре Владимир Зеленский. Он отметил, что состав российской делегации в Стамбуле свидетельствует о несерьезном отношении Москвы к переговорам, поскольку там нет никого, кто на самом деле принимает решения в Российской Федерации. Несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, высокого уровня делегации Турции и президенту Эрдогану, и все же, желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, я решил отправить в Стамбул нашу делегацию. Я считаю, что лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство, и если он готов к переговорам, то надо встречаться без каких-либо условий и тому подобное. Давайте встречаться. Мы сейчас в Анкаре. После этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы же не можем бегать по всему миру и искать человека. Ранее Зеленский встретился в Анкаре с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом и назвал встречу хорошей и продуктивной. Он уточнил, что говорил с Эрдоганом о вопросах сотрудничества в рамках коалиции решительных, о гарантиях безопасности, мониторинге за прекращением огня, морском разминировании, восстановлении Украины и развитии партнерства между странами. Почему местом встречи снова стала именно Турция и в чем ее особая роль в мирном урегулировании? Об этом наш исторический обозреватель. Турция изначально играла и продолжает играть уникальную роль в войне России с Украиной. Она поддерживает дружеские и доверительные отношения с обеими сторонами. С одной стороны, Турция соблюдает конвенцию Монтрео, не пропуская в Черное море российские боевые корабли. Не признала аннексии украинских территорий, поставляла Киеву современные системы вооружений, например, те же Байрактары. Турция традиционно выступает в роли защитника братского народа, крымских татар, живущих в оккупированном Крыму. Помимо этого, Турция активно противостоит влиянию России в Сирии, Ливии и на Южном Кавказе и остается единственным государством НАТО, сбившим российский военный самолет. Важно помнить, что Украина, в отличие от России, не претендует на лидирующие позиции в регионе, которые Турция считает жизненно важным для себя. С другой стороны, Турция, член НАТО и кандидат в ЕС, активно закупает российские энергоносители, подпитывая ее военный бюджет, не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, помогает режиму Путина прорывать дипломатическую блокаду Запада и, согласно многочисленным сообщениям западных разведок, обходить экономические санкции. Помимо этого, многие государства НАТО воспринимают Турцию как ненадежного союзника. Анкара не только поддерживает тесные связи с Россией и Китаем, но и долго блокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии. В итоге именно Турция, которая, кстати, не присоединилась к Римскому статуту Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина, Киевом и Москвой воспринимается как относительно нейтральный посредник. Несменяемый президент Турции Реджеп Таип Эрдоган неоднократно призывал к окончанию войны и предлагал помощь в переговорах. Именно при активном участии Турции летом 2022 года была заключена так называемая зерновая сделка, позволившая Украине вывозить свои сельхозтовары с черноморских портов. Через год Россия отказалась от ее продления. Эта позиция Турции – часть ее долгосрочной дипломатической игры. На протяжении десятилетий Анкара создает сложную систему своих отношений с окружающим миром, позволяющую балансировать между различными центрами силы и добивается достижения ее стратегических целей. Турция опасается усиления России в качестве черноморской державы, поэтому ей выгодна сильная и независимая Украина. Турция заинтересована в импорте российских энергоносителей, но в то же самое время закупает нефть и газ у партнеров на Кавказе и в Центральной Азии.
Турецкая армия вооружена западным оружием, однако Турция к возмущению США закупила системы ПВО у России. При помощи России Турция строит атомные электростанции, которые потенциально способны превратить ее в ядерную державу. С помощью войны с Украиной Путин пытается вернуть России доминирующую роль на европейском континенте. Но потенциально именно Турция может стать одним из наибольших выгодоприобретателей от развязанной Путиным агрессии. Я добавлю, накануне Владимир Зеленский назначил послом Украины в Турции крымско-татарского политика, бывшего российского политзаключенного Наримана Джиляла. Джилял – заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Он был освобожден в результате обмена в июне прошлого года. Но вернемся к делегациям России и Украины в Стамбуле. Помощник Путина и бывший министр культуры России Владимир Мединский, чья фигура как главы делегации вызвала немало саркастических комментариев и шуток, утверждает, что его переговорная группа обладает, цитата, «всеми необходимыми компетенциями и полномочиями». Также Мединский заявил, что российская делегация готова обсуждать с украинской стороной в Стамбуле возможные компромиссы. О биографии Мединского напомнит мой коллега Данила Гальперович. И 3 года назад, в 2022 году, и сейчас, в 2025, многие недоумевали, как так получилось, что Владимир Мединский, не имевший никаких дипломатических заслуг и неизвестный каким-либо внешнеполитическим опытом, был назначен руководить российской делегацией в ходе переговоров в Стамбуле о завершении российской войны против Украины. Однако люди, знакомые с аппаратной карьерой Мединского, говорят о том, что такое назначение, состоявшееся уже дважды, совершенно не случайно. Для Владимира Путина лояльность в военное время стала главным критерием оценки деятельности чиновника. При этом чиновник должен быть подконтролен, чтобы выполнять поручения с точностью до буквы, и беспринципен, чтобы при выполнении этих поручений его не смущали грязные моменты, если таковые возникнут. Таким образом, если Путину нужен во главе переговорной команды человек абсолютно лояльный, абсолютно управляемый и абсолютно беспринципный, то лучшего кандидата, чем Мединский, найти было бы сложно. 54-летний Владимир Мединский родился в Украине в семье военного и, переехав в Россию еще в детстве, тоже хотел стать военным, но его не приняли в училище из-за проблем со зрением. Мединский учился в МГИМО и был активным комсомольцем, а в относительно демократические 90-е годы сделал карьеру в пиаре, рекламе и политтехнологиях. Его профессиональный путь показывает, что бывший министр культуры России и нынешний помощник президента в любое конкретное время колебался строго вместе с курсом государственной власти. Например, в конце 90-х годов, когда казалось, что созданный Юрием Лужковым, Ментимером Шаймеевым, Евгением Примаковым и Владимиром Яковлевым блок «Отечество. Вся Россия», или сокращенно ОВР, может победить в борьбе за власть, Мединский примкнул к этому блоку для избрания в Госдуму. Когда же пропутинский блок «Единство» победил УВР в этой борьбе, депутат от блока Лужкова-Примакова стал активным деятелем партии «Единая Россия». Когда в 2000-2010-х годах Россия взяла курс на так называемую суверенную демократию, Мединский выпустил несколько книг исторического нонфикшена, в которых развенчивал вредные мифы о России, заменяя их мифами полезными. Во времена так называемой «медведевской оттепели» Мединский выступал с законопроектами в духе времени, например, об облегчении наказания для бизнесменов. Будучи политиком, Мединский, по сути, оставался высокопоставленным пиарщиком, продвигавшим взгляды, близкие Владимиру Путину. Это он делал и во главе Российского военно-исторического общества, и во главе Министерства культуры, руководить которым был назначен на закате президентства Дмитрия Медведева. При этом те, кто следил за высказываниями Мединского на разных постах и в разное время, отмечают его постоянный державно-государственнический подход к любому делу, за которое он брался. Известный публицист Андрей Мальгин, комментируя повторное назначение Мединского руководителем российской делегации на стамбульских переговорах, назвал бывшего министра культуры фальсификатором истории и убежденным агрессивным сталинистом. Сочетание державника, лояльного чиновника и человека, который точно и хорошо умеет улавливать сигналы, исходящие от власти в конкретный момент, сделало Владимира Мединского вполне годным главой делегации на переговорах с неочевидным исходом. Данила Гальперович, Радио Вашингтон.
При этом Дональд Трамп заявляет, что переговоры по Украине не могут сдвинуться с места без личного участия Путина. Ранее СМИ сообщали, что Трамп размышляет о визите в Турцию, если туда поедет и российский президент. Впоследствии Дональд Трамп заявил, что готов прибыть в Стамбул для переговоров. Британская «Таймс» сегодня пишет, что отказ Путина от мирных переговоров в Стамбуле испытывает терпение Трампа и может стать последней каплей. Российский президент рискует испортить отношения со своим американским коллегой, пишет «Таймс». В то же время преподаватель Дрексельского университета США Сергей Костяев считает, что отправка России такой делегации на переговоры – это скорее оскорбление Зеленского, а не Трампа. Состав делегации во главе с Мединским, который подобной делегацией руководил в марте 2022 года, скорее всего, является плевком в сторону Зеленского. А что касается возможной реакции Трампа, то мы видим, что Трамп постепенно становится все более и более раздраженным в отношении Путина. Я думаю, до него доходит, что Путин полагает, что он имеет возможность продолжать войну еще какое-то время. Поэтому можно ожидать каких-то очередных угроз о введении санкций. Вряд ли какие-то санкции, собственно, будут введены. Я думаю, люди вроде госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Келлога будут советовать Трампу ввести очередные санкции в отношении России. Очевидное пространство для усиления давления – это охота за этим теневым флотом. А уж примет такое решение Трамп или не примет, здесь сказать сложно. Трамп человек малопредсказуемый. Преподаватель Дрексельского университета США Сергей Костяев. Европа готовится ввести жесткие санкции против России, если прекращение огня так и не будет объявлено. Однако, насколько действенными эти меры могут быть, если такие же шаги не предпримет американская администрация? О реакции Европы расскажет Валентина Васильева, автор телеграм-канала «Брюссель подслушано». За эту неделю Европа делала уже несколько предупреждений Владимиру Путину. Если в понедельник в немецком правительстве заявляли, что если до полуночи Россия не пойдет на 30-дневное перемирие, ЕС начнет разработку жестких санкций в отношении Москвы, то во вторник европейские лидеры уже были готовы отсрочить наказание до переговоров в Стамбуле. Там тоже были свои условия. Во Франции грозили, если Путин не поедет лично встречаться с Зеленским или 30-дневного прекращения огня не будет, Россию ждут сокрушительные санкции. Но пока ни того, ни другого не произошло, а жесткого ответа по-прежнему нет. В Брюсселе, очевидно, ожидают, чем закончится встреча в четверг, и аккуратно посматривают на Вашингтон. Готов ли Дональд Трамп ввести обещанные жесткие санкции в отношении Москвы? Все дело в том, что европейские санкции без поддержки Вашингтона вряд ли будут столь впечатляющими для России, пишет Bloomberg. США, если бы хотели, могли бы применить законопроект сенатора Линдси Грэма, который предлагал, например, ввести вторичные пошлины на российскую нефть, то есть облагать товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ и уран, пошлинами в 500%. Также, по сообщениям Reuters, санкции могли бы коснуться «Газпрома», а также крупных компаний, работающих в сфере природных ресурсов и банковском секторе. Однако, как пишет агентство, даже идея снизить потолок цены на российскую нефть ниже $60 за баррель малореализуема без участия Вашингтона, а Дональд Трамп пока не спешит давать оценку переговорам в Стамбуле. На сегодняшний вопрос журналиста BBC о том, разочарован ли он уровнем российской делегации в Стамбуле, Трамп заявил, что ничем не разочарован, и добавил: «Я не думал, что Путин может поехать, если меня там нет». Вместе с тем, генсек НАТО Марк Рюте оценил состав российской делегации так. Мяч сейчас, очевидно, на стороне России. Россия отправляет низкоуровневую делегацию и не использует возможность, которую Владимир Зеленский предоставляет. Он сказал: «Я готов сесть с Путиным, как только будет прекращение огня. Мы готовы договариваться о мире». Так что Украина, очевидно, готова играть в мяч. Но этот мяч сейчас на стороне России. Эти слова Рюте произнес во время второго дня встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая по стечению обстоятельств сегодня тоже проходила в Турции. Правда, не в Стамбуле, а в Анталии. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро встретился на ней с влиятельным американским сенатором Линдси Грэмом, о чем рассказал в соцсети X. Совместная фотография Грэма и Барро подписана словами: «Мы готовы ужесточить санкции, если Россия продолжит стоять на пути мира».
Однако сочтут ли западные союзники, что, отправив делегацию во главе с Мединским, Россия сошла с пути мира или, наоборот, на него встала, нам еще предстоит узнать. В пятницу в столице Албании Тиране состоится саммит Европейского политического сообщества, на котором будут европейские лидеры и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Очевидно, что следующие шаги будут обсуждать в том числе и там. Пока же Евросоюз на уровне послов согласовал 17-й пакет санкций в отношении России. Принять его министры иностранных дел стран ЕС должны будут в следующий вторник, 20 мая. Валентина Васильева, автор телеграм-канала «Брюссель подслушано». Обязательно подпишитесь на этот канал, если хотите быть в курсе европейских новостей. Пока из Стамбула ждут новостей о перемирии, Россия не прекращает обстрелы украинских городов. В Купинске, например, который постоянно подвергается обстрелам, прекратила работу единственная в городе больница. Такое решение приняли из-за постоянных атак и опасности как для пациентов, так и для медиков. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Купинской городской военной администрации Андрей Беседин. Тем временем, по данным CNN, Россия может готовить новое наступление на Украину. Двое американских чиновников, знакомых с последними оценками ситуации, сообщили, что Россия сосредотачивает силы на линии фронта. По их данным, вероятное наступление будет направлено на захват дальнейших территорий на востоке Украины. Насколько вероятно такое развитие событий? Об этом в комментарии «Радио Вашингтон» рассказал украинский военный обозреватель Денис Попович. На сегодняшний день ситуация на фронте действительно разворачивается таким образом, что противник готовит весенне-летнее наступление, прежде всего на востоке Украины. Очевидно, ареной этого наступления будут окрестности города Константиновка в Донецкой области, где противник уже пытается выйти на подступы к этому населенному пункту. Остается напряженным Покровский участок фронта, где Российская Федерация пытается выйти к административным границам с Днепропетровской областью и, возможно, через территорию Днепропетровской области попытаться обойти город Покровск. Поэтому вывод о том, что противник концентрирует силы для того, чтобы начать наступление с целью захвата новых территорий Украины, он имеет под собой все основания. Другое дело, что собрать силы так, чтобы прорвать фронт, судя по всему, ни одна из сторон будет не в состоянии, поскольку поле боя серьезно контролируется дронами, как с той, так и с другой стороны. И дроны моментально выявляют любые скопления войск, любую концентрацию войск в направлениях ударов. Далее вызывается огонь артиллерии, действуют сами дроны, в общем-то, все эти попытки нивелируются. Поэтому на сегодняшний день Россия будет пытаться делать ставку на массу, на пехотную массу, на атаки малыми пехотными группами, на атаки пехоты на мотоциклах, сейчас очень широко используется эта тактика. Но за счет этого сильно далеко, на мой взгляд, продвинуться не удастся. Поэтому на сегодняшний день во многом боевые действия носят позиционный характер. Военный обозреватель Денис Попович о вероятности нового наступления России. И последнее. Сегодня, в третий четверг мая, отмечается Международный день вышиванки. Праздник, чествующий украинскую историю и традиции, из-за войны приобрел особое звучание. О том, как отмечают этот день в США, расскажет Нина Вишнева. Украшает и оберегает, дает силу и хранит культурный код. До последнего стежка вышиванка теперь еще и символ борьбы за свободу и независимость. Уже несколько лет подряд в Центральном парке Нью-Йорка в этот день проходит традиционный забег в вышиванках. Самые красивые соревнования года. Краше разве что в августе, когда в центре Манхэттена устраивают забег под каштанами. В национальной украинской одежде в честь Дня Киева. Собранные взносы идут на необходимую гуманитарную помощь наиболее пострадавшим от российской военной агрессии. Центральный парк на Манхэттене для пробега выбран не случайно. В этой части Нью-Йорка, как и в Киеве, много каштанов. Спортивный старт в вышиванках на этот раз возглавил Николай Таран, ультрамарафонец, рекордсмен Украины и движущая сила многих благотворительных забегов по Европе и США. Американская организация «Светанок», объединяющая несколько поколений выходцев из Украины, так написала по этому поводу у себя в соцсетях. Мы собрались вместе, чтобы показать, что украинская культура живет в каждом из нас, где бы мы ни находились. Во времена, когда борьба за свободу продолжается, такие встречи являются мощным напоминанием. Наша сила в единстве. Также ко Дню вышиванки в разных городах США приурочены благотворительные акции по сбору средств в пользу Украины. В Лос-Анджелесе в ближайшее воскресенье пройдет благотворительная ярмарка. С оглядкой на Международный день вышиванок сразу в нескольких городах США стартует специальный марафон – выставка-продажа платьев, изготовленных мастерицами из Украины в свободное от выпуска военной амуниции время. Несколько подобных акций организовал волонтерский фонд Central Park Angels. До 24
24 февраля 2022 года фонд помогал пострадавшим от стихийных бедствий в разных концах мира. Теперь большая часть работы посвящена помощи Украине. В Украинском музее Нью-Йорка традиционно к этому дню выставляют свои раритеты. Некоторым музейным вышиванкам больше 100 лет. Символы времени, атрибуты солидарности с народом Украины. Независимо от национальности и географии, украинские вышиванки помогают сдать тест на совесть. Нина Вишнева о том, как отмечают День вышиванки в США. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи.